Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание мусору, поговорим о том, когда правильно выносить мусор, чтобы не вынести достаток, благополучия и изобилия своего дома. Также поговорим о том, как правильно поступать с мусором, что можно и чего нельзя делать. Девочки и мальчики, очень ценная и важная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, друзья, у нас очень много полезной, важной и нужной информации. Также всех благодарим за донаты, друзья, которые вы нам отправляете, нам очень-очень приятно. Вы знаете, многие из нас считают, что вынести мусор – это очень просто, что этот вопрос не требует изучения, но на самом деле это не так, ведь это нужно уметь делать по всем правилам, иначе возможно привлечь настолько сильный негатив, что он будет способен полностью перевернуть вашу жизнь и при этом не в лучшем направлении. Есть такая категория людей, которая, чтобы не ходить часто выбрасывать мусор, скапливает его и выносит раз в несколько дней, чем притягивает в дом разрушительный негатив, который за короткий промежуток времени способен заполнить весь дом, из-за чего у членов данной семьи начнется плохое самочувствие, начинает преследовать бессонница, разбитое состояние, которое будет сопровождать на протяжении всего дня, а в результате приведет к депрессии, к апатии, ведь такая ленивая привычка способна даже привлечь проблемы в различные сферы жизни. Чтобы этого не происходило, не стоит забывать о том, что мусор сам по себе притягивает негатив, поэтому от него нужно вовремя избавляться, ведь без негатива ваш дом будет излучать уют и комфорт. Наши предки старались соблюдать все правила, которые связаны с мусором, ведь знали, что это действие важно и лучше потратить время на то, чтобы все сделать правильно, чем на то, чтобы потом избавляться от тех или иных последствий. Мусорное ведро – это энергетически опасный предмет в доме, который даже после того, как вы выносите мусор, способен продолжать притягивать негатив, поэтому его нужно мыть минимум раз в неделю соляным раствором, а после каждого раза, когда вы выносите мусор, поджигайте свечу белого цвета, держите ее над ведром и при этом трижды проговаривайте такие слова: «Огонь, ведро очисти, энергии те, что оно скопилось, с него убери, пусть вред дому моему не будет приносить, будет и дальше мне служить». Свечу сразу затушите, так вы будете нейтрализовать весь негатив и аннулировать энергетику ведра. Данную свечу держите отдельно, ее нельзя использовать для других целей, кроме как очистки мусорного ведра. Какие существуют еще народные приметы о том, когда нельзя выбрасывать мусор? Нельзя выносить мусор, если вы планируете ехать в дальнюю дорогу, так как из-за такого действия вы останетесь уже без энергетической защиты. Правда, этот запрет не касается пищевых отходов. Старые вещи нужно выбросить до поездки. Если же так не получилось, а вы их уже приготовили, то сделайте это, когда вернетесь из поездки домой. Нельзя также выносить мусор из дома в воскресенье. Этот день нужно использовать только для отдыха, для себя, для своей семьи. Казалось бы, такое безобидное действие, может оставить вас без финансового благополучия, и вернуть его обратно в свой дом вы сможете совсем не скоро. Вам потребуется приложить для этого немало усилий. Не выносят мусор из дома и в большие церковные праздники. Делать это нужно заранее, иначе вы разрушите особенную энергетику своего дома. Притянете в него ссоры, проблемы, недопонимания. Между вами с вашей второй половинкой начнет угасать страсть и любовь. Может дойти даже до развода, поэтому воздержитесь от такого действия, дабы потом не пришлось вам жалеть уже о последствиях. Если вы планируете сменить место жительства, то весь такой свой мусор нужно забрать с собой, чтобы расстаться с ним на новом месте. Так нужно делать в том случае, если в старом доме вам жилось счастливо, вы ощущали комфорт. Если же не очень, преследовали негативные события, неудачи, в таком случае мусор нужно выбросить рядом со старым жильем, но так, чтобы никто не видел, и при этом проговорить трижды такие слова: «Все, что мне жить мешало, я здесь оставляю. Негативной энергии с собой не забираю. В новом доме жизнь счастливую начну и счастьем только себя окружу».
Но с квартиры мусор нужно забрать в любом случае, чтобы люди, которые в нее въехали, не смогли использовать данный мусор с целью вреда для вас и не отобрали вашу денежную энергию. Если у вас в мусорном пакете нет никакой еды, то вас ожидает материальное благополучие. Это говорит о том, что вы не расточительные люди, к продуктам и еде относитесь бережно, поэтому эти ваши поступки на энергетическом уровне обязательно будут вознаграждены. Перед тем, как выбросить мусор, подойдя к контейнеру, проговорите такие слова: «Все, что мне не нужно, выношу, а благополучие и достаток в доме сберегу». Произносите эти слова трижды, далее выбрасывайте ваш мусор, не поворачивайтесь и спокойно возвращайтесь домой. Нужно избегать того, чтобы выбрасывать мусор после захода солнца, так как это действие лишит вас стабильности, и все то, что у вас на данном этапе в жизни хорошо, очень быстро от вас уйдет, а на его место придут дисбаланс и непостоянство, переменчивость и шаткость. Приучитесь избавляться от мусора на рассвете или же до захода солнца. Так вам не нужно будет переживать о последствиях. Также вы и хозяина дома не рассердите, домового. Ведь если вы будете выбрасывать мусор не по правилам, у него будет много работы, а кому это понравится? Если вам срочно нужно выбросить мусор в ночное время, так как вы что-то не рассчитали или ситуация принуждает к этому, плотно завяжите мусорный пакет, подожгите 3 спички, сделайте ними круг вокруг завязанного узла и при этом скажите такие слова: «Этот пакет негатив домой не привлечет, энергетические изменения за собой не повлечет. Данное действие разово совершаю, энергетику жилья в целостности оставляю, негативом его не наполняю». После проделанного быстро выносите пакет на мусор, спички выбросите также, но не злоупотребляйте данным действием. Если когда вы несли вынести мусор, у вас порвался пакет, это означает, что у вас будут денежные потери. Чтобы это нейтрализовать, сразу соберите мусор, выбросите его, затем киньте монетку через левое плечо и при этом скажите такие слова: «Мусор быстро собрала, примете сбыться не позволила. Я от данного негатива откупаюсь, а значит денег не лишаюсь». Это действие поможет вам все исправить, и деньги никуда от вас не уйдут. Если вы выносили мусор в ведре и у него обломалась ручка, это означает, что вас ожидает приятный жизненный поворот, который вас одновременно и удивит, и порадует. Если когда вы в гостях у близких людей в чистосердечности по отношению к вам вы уверены, и вас попросили выбросить мусор, сделайте это. Такое действие сулит вам хорошую денежную прибыль, которая очень быстро приумножит ваши финансы. Но если вы не уверены в отношении людей к вам, конечно же, не стоит это делать. Ведь таким действием данный человек может отобрать у вас удачу и успех. Девушкам, которые не замужем, нельзя выносить мусор после 6 часов вечера, иначе на протяжении долгого периода времени вы не сможете выйти замуж. Парням, которые не женаты, нельзя выносить мусор после захода солнца, иначе жена будет изменять. Не стоит выбрасывать мусор, когда вы идете на работу. Это действие будет притягивать проблемы на работе, и вы не будете справляться со своими задачами. Если сделаете такое перед важной встречей, вы не сможете провести ее так, как того желали бы. Если перед сделкой, то она будет неприбыльной и не принесет вам желаемый результат. Поэтому не рискуйте, выбросите мусор и вернитесь сразу домой. Затем через пару минут можете идти по своим рабочим делам. Тогда день пройдет так, как вам нужно, и так, как вы его запланировали. От мусора в виде старого хлама и ненужных вещей также нужно вовремя избавляться, так как такого вида мусор перекрывает положительные каналы, через которые в ваш дом попадают положительные энергии. Это приводит к тому, что энергетика дома становится слабой, и любой недоброжелатель, пришедший в дом, способен навредить вам и вашему дому. Денежная энергия покинет очень быстро ваш дом, так как ей будет в нем некомфортно, а богатство, даже если вы будете работать большую часть времени, никогда к вам не придет. Таким вещам не место в вашем доме, так как только вы научитесь быстро освобождаться от всего ненужного, вы сразу ощутите, насколько приятнее станет находиться в вашем доме, и сколько всего нового его наполнит, придет к вам и, соответственно, будет менять жизнь только в хорошем направлении.
Нельзя выбрасывать одежду в мусор, ведь одежда напитана энергетикой своего владельца, а выбросив ее в мусор, вы переплетете ее целенаправленно с негативом, что разрушит не только ваше энергетическое поле, но и принесет вам различные жизненные неприятности, и в некоторых случаях, если вы таким образом выбросите нательное белье или же обувь, беды и проблемы будут со здоровьем. Поэтому такие вещи лучше сжечь. В данном случае ваша связь сразу разорвется с такими вещами, или же сложить все, от чего вы собираетесь избавиться, в отдельный пакет. Посыпьте сверху мелкой и крупной солью, кинув по 3 щепотки, и при этом скажите такие слова: наша связь с данными вещами разрывается, теряется, больше мою энергетику они не содержат. Соль все собирает и действие данное выполняет. После этого можете выбрасывать вещи, это не принесет вам никакого вреда. Если у вас в жизни началась черная полоса и не проходит на протяжении долгого периода времени, избавьтесь от всего, что лежит без дела в вашем доме. Сделайте генеральную уборку, вынесите весь мусор сразу же из дома, и когда будете выбрасывать его, проговорите такие слова: «Я на новую полосу в жизни перехожу, черную позади оставляю, больше негатив меня не окружает, впредь я только светлые энергии привлекаю». В течение нескольких дней все ваши проблемы и неприятности останутся позади, и ничего больше не будет приносить вам вреда. Обдумывайте все ваши действия, которые связаны с мусором, ведь, как вы уже поняли, не все так безобидно, как может показаться изначально. Но если вы будете прислушиваться к советам, к поверьям, к народным приметам, вам не придется ни о чем переживать, ведь если задуматься, то, зная, как правильно выбрасывать мусор, в этом не останется ничего сложного. Также помните о том, что ваш мусор – это мусор, к которому вы никому никогда не должны разрешать дотрагиваться. Очень бывает так, что к вам в гости приходит знакомая, подруга, сестра, и вы выносите мусор или оставляете у входной двери, или выносите на лестничную площадку и просите вашу гостью, вне зависимости, насколько у вас близкие отношения, вынести мусор. Никогда такого не делайте. Почему? Потому что вы, к сожалению, к мусору, кому вы его передаете, вы тем самым и отдаете свой достаток, свое благополучие. Кроме того, вы не знаете, что этот человек может взять у вас в мусорном пакете и принести вам бед. Мы уже неоднократно говорили о том, что те люди, которые часто улыбаются, годами с нами дружат, едят последний хлеб с солью, в последний момент можно узнать о том, что они всю жизнь просто-навсего завидовали. Завидовали счастью, благополучию, завидовали работе, завидовали тем, что человек себе может позволить и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы этого не было, помните, мусор – это мусор, только тот мусор, который вы можете выносить, вы или члены семьи, и никак по-другому. Также, девочки и мальчики, никогда вы не выносите мусор в церковные великие праздники. Вынесите до или уже после. Если у вас накопилось много мусора и вам нужно срочно вынести, для начала все соберите в один мусорный пакет или в 2 пакета. Желательно, чтобы они были именно черного цвета. Бросьте в этот пакет жменю соли и скажите: все закрываю в этом пакете. После этого завязываете этот пакет, именно завязываете. Есть сейчас мусорные пакеты именно с ручками, с ниточками, с запахами и так далее. Вам именно нужно его завязать и вынести, выбросить. Также никогда не выбрасывайте мусор после захода солнца. Вообще после 18 часов все, что касается мусора, все то, что касается любых вещей, продуктов питания, никогда не выносите из своего дома. Вы тем самым выносите благополучие, изобилие, достаток и свое здоровье. Этого делать никогда нельзя. Также вы должны научить себя, что у вас все члены семьи должны научиться, что все выбрасывается в мусорное ведро, не разносится по квартире или по дому. Также учите всех членов семьи, что не стоит завтракать, обедать и ужинать в кровати, за письменным столом, у телевизора. Вы должны научить всех, что у вас есть сакральное место, которое отвечает за изобилие, достаток и благополучие. Это ваша кухня. У кого-то это может быть сегодня кухня-студия, но вы, когда планировали
вы себе точно знали и понимали, что именно это будет кухня-студия, это будет именно стол, за которым вы будете завтракать, обедать или ужинать, это будет место, где вы будете готовить, это будете разделывать, мыть посуду и так далее, и так далее. Вы это изначально разграничили и придерживайтесь дальше этого, потому что вы тем самым, вы нарушаете потоки. Да, одно дело, когда пришли гости, и вы сидите в гостиной и угощаете какими-то вкусняшками и так далее, это одна ситуация. Но когда вы постоянно сидите в гостиной и кушаете борщ с чесночными пампушками, и этот запах по всей квартире или в доме, вы в первую очередь не уважаете домового. Вы знаете, что домовой, он очень чистоплотное существо. Да, мы его на физическом плане не видим, хотя есть люди, которые видят их, но они имеют уже другие способности, но поэтому нельзя те энергии, которые находятся в вашем доме, обижать. Запомните это простое правило. И тогда всегда в вашей жизни высшие силы вам всегда будут помогать, и будут изобилие, и достаток, и благополучие. Девочки и мальчики, мы надеемся, эта информация была для вас полезна и важна. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Возможно, ваши предки вас по-другому чему-то учили. Поделитесь, нам с вами интересно. Также не забывайте подписываться на наш канал. Друзья, у нас очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Поверьте, нам очень-очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много подсказок, информации именно для вас. Девочки и мальчики, всех благ, целуем, обнимаем, услышимся уже с вами буквально в следующем видео.